В гостях Ибрагим Яганов. Мы накануне грандиозного шухера. После мобилизации какая может быть перспектива? Ватники, да, трусами и предателями. На очередном съезде МЧА был совершен силовой переворот, но мы должны быть участниками тех событий, которые сейчас происходят в рамках существующего в мире законодательства. Чистая пропаганда, идеология. Если ты русский националист, это нормально. И как к этому отнесется то население, которое живет на Кавказе? Самая большая ценность для черкеса – это свобода. Ассаламу алейкум фимахов. Приглашаем снова вас в нашу студию на запись серии подкастов, которые продолжаются на Черкассиан Медиа. Сегодня у нас в гостях Ибрагим Яганов. Шфас зачами набежал хлапахар, непа тяхачаликора подкаст тететха, шкайблял. Моги салмабит мегобребо, квелам гамарджоба медагит храт, да дрес чвен кида эртхел ам студия шиварт, да чвени картвели карту мегобребма, дагвитма эс студия эсეთი ლამაზად გაწყობილი და დიდი მადლობა ალფა სიხშირე ესეთი groups. Ибрагим Кайбляга, Джиризан. Представлять, я думаю, не нужно. В гостях Ибрагим Яганов, этого достаточно. Ибрагим, в первую очередь хочется услышать от тебя все-таки. Многие уже, как ты отметил, до начала съемок знают, что ты находишься не в России, но все-таки и в первые недели, месяцы спрашивали, интересовались, какова же судьба Ибрагима Яганова, вот как ты все-таки принял решение и как тебе удалось вырваться из лап, скажем так. Решение я не принимал, решение приняли за меня. Когда я понял, что вот это уже общеизвестная российская схема нейтрализации неугодных им персонажей будет применено и в отношении меня, я не мог пропустить такие события, поэтому я быстро собрался и в течение 3 дней уже оказался, в общем, в Европе. Друзья помогли. И вот с тех пор занимаемся. То есть это не было такого долгого, мучительного процесса? Нет. Обстоятельств? Ну, я помню, как у Мартына Качесока этот процесс проходил. Я был участником тоже этого процесса. И, честно говоря, терять свое время, тем более в такой ответственный период, на судебные вот эти тяжбы, процессы, может быть, мне говорили друзья позже, что были шансы точно так же, как и у Мартына, этот вопрос растянуть, там, условно. Мне это было совсем неинтересно, я хотел быть в центре этих событий, поэтому быстро собрался и уехал. Это гораздо интереснее, чем быть условно осужденным Российской Федерацией, да? Да. Ибрагим, ты активно участвовал во время признания грузинским парламентом черкесского геноцида. Бывал тоже, да, перед этим признанием здесь, в Грузии. Вот что дало нам это признание черкесам и какова роль черкесского центра сейчас, сегодня? Признание геноцида – это для нас очень важный вопрос, потому что территория Черкесии, то есть жизненное пространство черкесов, сейчас находится под оккупацией. Это можно смело, в общем, сказать, тем более в свете тех событий, которые происходят сейчас на Украине. Большая часть территории бывшей исторической Черкесии – это западная часть Ставропольского края, восточная она была Ногайской, весь Краснодарский край, включая Черноморское побережье, и юг Ростовской области.
Вот это жизненное пространство, сейчас там практически нету черкесов. Там живут кто угодно, даже те черкесы, которые живут, они просто переселились позже. И говорить о том, что в Черкесии на той стороне живут черкесы, сегодня не приходится. В основном черкесы живут в 3 республиках. Это Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Еще немного в Ставропольском крае, недалеко от Моздока, так называемые моздокские кабардинцы, их очень мало, около 5000. 3 села в Краснодарском крае, недалеко от Армавира. Ну и там еще можно, если поискать, на Черноморском побережье немного шапсугов остались, ну и разбросанные еще можно найти. Это наша крайне жизненная необходимость, чтобы выжить, чтобы восстановить этнос, чтобы не потерялась наша культура, наш язык. Если посмотреть, что происходит в мире, можно часто увидеть, как государство тратит огромные деньги, чтобы какая-нибудь птичка не пропала. Создают ареал, там, целые институты над этим работают. В России гибнут целые народы, и никому до них нету дела. Ну, к примеру, возьмем за Уралом, на севере, сколько народов уже погибло, и о них даже мы не знаем, даже у нас даже информации нету. Россия это была империя, которая была построена на костях уничтоженных многих народов. Я думаю, что все народы и все национальности имеют право на жизнь, и они даже имеют право бороться за свое место под солнцем. И лишать эти народы этого права и является геноцидом. И вот этот геноцид был применен против нашего народа, и у нас сейчас есть право и есть силы требовать реабилитации. Чем, по большому счету, мы и занимаемся. Ну, то есть ты проводишь сейчас прямую связь между признанием геноцида и между тем, что это признание возвращает нам наши права. Конечно, есть один принцип, он называется принцип домино. В этой цепочке самой главной фишкой является первое домино. Он дает импульс остальному движению этого принципа. И вот эта самая главная фишка, она оказалась в Грузии. И именно этот импульс дало грузинское государство, благодаря Михаилу Саакашвили. Теперь этот импульс сейчас доходит до Украины. Ведутся переговоры, у нас идет активная работа над этим, и мы уверены, мы надеемся, что в ближайшее время Украина тоже примет парламентом признание геноцида черкесов в русско-кавказской войне. И, конечно же, многие спрашивают, что это дает Грузии и что это дало нам. Ну, нам это многое дает. Это нам дает право бороться за эту реабилитацию, за восстановление не только культуры, не только численности народа, но и также и территории Черкесии. И это для нас очень важно. И мы думаем, что не только Грузия, но и мировое сообщество поддержит нас в этом стремлении. Вот какова роль черкесского центра в Тбилиси на сегодняшний день? Но роль черкесского центра в нашем деле, она просто неоценима. Откровенно говоря, когда я учился в школе, в свои школьные годы, мы очень мало знали о русско-кавказской войне. Мы очень мало знали о нашей близости, о родстве с кавказскими народами.
Да, все наше поколение. И вот благодаря вот этой Горбачевской перестройке, когда железный занавес ушел, у нас появилась возможность изучить свою историю. История Кабардино-Балкарии обычно начиналась с выстрела «Авроры». Что было до этого, это была запретная тема. И вот сейчас у нас появилась уникальная возможность узнать, что происходило и до выстрела «Авроры» тоже. А Тифлис в те годы был не только культурным, но и политическим, и военным центром на Кавказе. В Тифлисе располагался генеральный штаб российской армии. Все донесения, рапорта, копии вот всех этих бесценных для нас материалов, они были в архиве в Тифлисе. И вот колоссальная работа Черкесского центра по изучению этих, в общем, архивов, по вопросам публикации их, это для нас просто бесценно. То есть мы, благодаря Черкесскому центру, начали познавать себя. И это малая доля всего, что делает Черкесский центр. Черкесский центр сейчас укрепляет взаимоотношения между исторической Черкесией и Грузией. И эти крепкие в общем, взаимоотношения нам обеспечить и строительство государства, то есть наше будущее. Это для нас немаловажно. Я бы хотел процитировать один момент в общем, беседы с Михаилом Саакашвили на эту тему. Он тогда мне сказал одну вещь, которая мне очень запомнилась. Он сказал, что Грузия не собирается отказываться от своей доли ответственности за участие в русско-кавказской войне. В те времена много грузинских офицеров и грузинской милиции служили в составе российских войск на Северном Кавказе. Как доля участия и доля ответственности за участие в этой войне мы хотим признать геноцид черкесского народа в русско-кавказской войне. За свои средства хотим поставить памятник геноциду русско-кавказской войне и на самых льготных условиях, предусмотренных грузинским законодательством, без каких-либо предварительных условий и без обсуждения абхазского вопроса, предлагаем наладить былые взаимоотношения между Кабардой и Грузией. Но это исчерпывающее заявление, его даже комментировать сложно, здесь уже весь смысл в этом заложен. И вот с этого предложения началось мое общение с Грузией. И по сегодняшний день я этим руководствуюсь. Ибрагим, насколько реализовано это обращение? Как вы думаете? Все это было реализовано. Геноцид признан, памятник построен, и наши взаимоотношения улучшаются из года в год. Ну, правда, в связи с этими событиями они сейчас немного замедлились, но я думаю, это не важно. Я думаю, все это мы со временем восстановим. Ну, я думаю, то, что сегодня мы последний раз с тобой разговаривали в Zoom-формате год назад, да, вот записывали интервью, и символично то, что так все изменилось за этот год, что сегодня мы в центре Тбилиси с нашими друзьями местными записываем подкаст. И я думаю, это очередное доказательство твоих слов, и того, что мы двигаемся вперед. И очень важно, мне кажется, чтобы на уровне нового поколения, молодежи, которые не помнят каких-то событий, и им и не нужно, потому что сегодня мир другой, время другое, нужно больше общаться, коммуницировать. И находясь здесь уже полгода, я могу утверждать, что между нами гораздо больше общего, чем нам пытались продемонстрировать силы, которым не нужно наше общее пространство. Грузия очень привлекательна не только для черкесов, но и для всего Северного Кавказа. Она очень привлекательна своей модернизацией. Грузия – это на Северном Кавказе единственное государство, которое имеет развитую государственность.
В Грузии реально работает закон, и я думаю, что для государства это очень важно. Мы помним, как до этого жила Грузия. Она жила, как и Россия, по понятиям. Сейчас Грузия живет по закону, и для нас это очень важно. По той причине, что именно человеческие взаимоотношения, именно демократические принципы, они должны держаться на законности. И то, что мы видим здесь, в Грузии, то есть демократическое правовое государство, это то, к чему будет, я уверен в этом, стремиться весь Северный Кавказ. То есть я могу с уверенностью сказать, что Грузия уже как пионер провела эту тропу, по которой весь Северный Кавказ, вот из этой вакханалии, в которой мы сейчас, в общем, живем, мы уже, лично я себе уже ясно представляю, к какому государству мы будем стремиться в будущем. То есть Грузия как ориентир для других кавказских. Да, эта Грузия для нас станет ориентиром, и не только ориентиром. Я думаю, она для нас станет очень большой поддержкой в строительстве государства. Спасибо центру за это. Ибрагим, вот после конференции, состоявшейся на платформе Zoom, где вы представили свою новую организацию, после нее очень много разных мнений, разных позиций от разных групп поступило. Да? Были те, которые заинтересовались и хотели вот участвовать в следующей конференции. Мне вот недавно тоже писали, что как мы можем участвовать, как это все происходит. Я им ответила, что я сама являюсь как приглашенной, да, меня пригласили как участника, и все вопросы нужно со всеми вопросами нужно обратиться к вам, да, как организаторам. Да. Так вот, в чем вот цели и задачи вашей организации на сегодняшний день? Ну, я хотел бы вспомнить известный всем персонаж Ильфа и Петрова. Был такой турецко-подданный Ибрагим Сулейман Остап Бендер. Он сказал одну крылатую фразу: «Мы накануне грандиозного шухера». И вот мы сейчас накануне грандиозного шухера в России. Этот шухер в России, я думаю, в ближайшее время наведет ВСУ, Вооруженные силы Украины. Это очень серьезный аргумент в мире сейчас, не только на Украине и в России. Конечно, черкесы не могли остаться вне этих событий. Лично я тоже. Поэтому, чтобы принять участие вот в этом процессе, а этот мировой процесс, туда задействован весь мир, не только Россия и Украина. И мы тоже не могли остаться в стороне. И чтобы быть участником этих событий, конечно, нам нужна была организация. И чтобы не остаться за бортом вот этих больших, в общем, событий, мы ее создали. Его создал круг наших единомышленников. Конечно, не все черкесы так думают. Есть очень много черкесов, приверженцев и русского мира, надо это признать. Мы с ними сейчас, скажем так, ну, в общем, выражаясь, оппоненты, да, и они наши оппоненты, мы ихние оппоненты. Мы считаем это нормальным процессом, это политический процесс, и мы готовы на законных основаниях, на политических платформах с ними оппонировать. И мы сейчас вот этой организацией хотим открыть работу, хотим быть участниками этого процесса. Тем более это нас затрагивает напрямую. Многие, в общем, слышали, что мы соседи были украинцами, с украинцами. Мы с украинцами жили по обе стороны Азовского моря. Западная часть Азовского моря, она всегда была украинской, там жили и запорожские казаки.
А восточная часть, она была изначально зигской, то есть это предки черкесов, а потом она стала, в общем, черкесской. И мы считаем, что это процесс, который сейчас идет, это историческим процессом восстановления справедливости. В истории все самое новое – это хорошо забытое старое. Я думаю, что прошедший период, он был очень плохим для черкесов, но будущее, особенно будущее, которое нам приносит вот эти сегодняшние, в общем, события, это открывает для черкесов очень большие перспективы, и мы не хотим упускать эту перспективу. Я думаю, что Аллах нам предоставляет уникальный шанс восстановить свою территорию Черкесии и возродить свой народ и свою культуру. И было бы неразумным упустить этот шанс. Ибрагим, вот ты сейчас упомянул оппонентов своих, которых немало, я думаю, это не секрет. И разговаривая об организации, напрашивается вопрос у меня, как у человека, который смотрит, да, просто нас сегодня, я думаю, у многих возникнет этот вопрос, в чем принципиальная разница между новой организацией, которая создается, и между теми, которые существуют в огромном количестве, как нам известно. Но я думаю, что нашим основным оппонентом является Международная черкесская ассоциация, которую сегодня возглавляет известный нам Хаути Сахроков. Вам более известно. Да, да. Вот. И они сейчас, выражаясь народным языком, стучат во все инстанции, что мы предали Россию, но я не могу предать Россию, потому что, во-первых, я клятву не давал. Было время, когда я был советским солдатом в свои молодые годы, я тогда присягал не России, а Советскому Союзу. Советского Союза сейчас нет. А россиянином я никогда не был, хотя имею российский паспорт, я его имею по необходимости. Я всегда ощущал себя порабощенным туземцем, как они нас всегда называли. И нам никогда не давали возможности забыть об этом, нам всегда напоминали, что мы люди второго сорта, что мы дикие кавказцы, что Россия нам принесла культуру, цивилизацию, ну и, конечно, все остальные причиндалы, которые есть в культуре и есть, в общем, к цивилизации, если это можно назвать культурой. Вот поэтому я практически свои зрелые годы потратил на и здоровье, в общем, посвятил борьбе с Россией. И будучи врагом Российской империи, я не могу его предать, потому что я всю жизнь боролся с российским империализмом. И остаток своей жизни и остаток здоровья я хочу продолжить эту борьбу. И вот здесь, конечно, у нас есть оппоненты, которые заинтересованы в России. Это, скажем так, часть нашего черкесского населения, которая родилась в России, училась там. У них нет другого мира. Эту категорию сейчас популярно, в общем, назвали словом «ватники». К сожалению, у нас и такие есть. 200 лет колониального периода, война кончилась 150 с лишним лет, но колониальный период для черкесов длится больше, чем 200 лет. И эти 200 лет бесследно для нашего народа не прошли. Мы имеем уровень образованности, мы имеем численность народа, мы имеем жизнь, которую нам принесла Российская империя. И, к сожалению, она нам не гарантирует будущее, наша культура, наш язык, на котором мы уже не имеем права разговаривать, они его перевели на уровень факультатива, наша территория, которая оккупирована Российской империей по сегодняшний день, на этих территориях живут все, кроме черкесов. Вот это все
лишает нас перспективы развития. И мы сегодня готовы бороться за свое существование. Когда я первый раз увидел Дудаева и послушал его выступление в Сухуми, когда он начал произносить российский империализм, а мы первый раз вообще слышали эту фразу, это было для нас просто удивительно и было просто поразительно. Этих организаций практически уже нет. Потому что вот первый период Международной черкесской ассоциации это с 1991 года по 2000 год. Вот, извини, я тебя перебью. Вторая часть была вопроса именно касаемо 2000 года. Да. Я, кажется, тебе скидывал видео, которое у нас в ТикТоке лежит. Именно то самое заседание, где и Хаути Сахроков присутствует, когда ты выступаешь. И это символизировало как раз какой-то развал, да, некий? Да, это то, что развал, это был переворот, скажем так. Вот этот период Международной черкесской ассоциации работали особенные люди, которые реально понимали, что такое Черкесия и что нужно для Черкесии, для народа. Ну, это были Юрий Хамзетович, о котором я уже говорил, он был министром юстиции России. Будучи министром юстиции России, он поехал к Дудаеву перед войной, официально предупредил Дудаева, что в России уже принято решение о начале военной операции. Потом вернулся он в Москву и в знак протеста против войны в Чечне ушел в отставку. Членами президиума тогда в общем, были Валерий Хатажуков, Эдуард Казаноков от Адыгеи. И вот эти люди и многие другие, они тогда построили концепцию развития Черкесии. Конечно, эта концепция в корне не устраивала Россию, потому что в основе была свобода и восстановление территорий и государственности Черкесии. Империалистическую Россию, в общем, которая очередной раз пыталась обрести какие-то демократические формы, конечно, это не могло устроить, как и не устраивала свобода Чечни. И в 2000 году, убедившись, что Международная черкесская ассоциация укрепляется, при помощи силовых структур в Нальчике на очередном съезде МЧА был совершен силовой переворот, и власти практически захватили эту организацию. Думаю, что захват это будет некорректно. Вообще общественные институты, они работают для того, чтобы заниматься вопросами, которыми власть не может заниматься. На политической арене есть много углов и много пустых мест, где власть не может работать ввиду того, что она власть. Вот все эти пустоты должны быть заняты общественными организациями, гражданскими институтами. Когда государство пытается приватизировать, взять под колпак общественную организацию, она ее просто уничтожает. Я считаю, что Международная черкесская ассоциация в 2000 году была уничтожена. Та организация, которая начала после этого работать, она была под полным колпаком правительства, и выполнять те задачи, ради которого она была создана, она просто не могла. Да. И сегодня эта организация, которая существует, и господин Сахроков, они работают для того, чтобы это место было занято, чтобы на этом месте не выросло что-то другое, чтобы Международная черкесская ассоциация не работала. Есть такая истина, если не можешь уничтожить, значит, надо ее возглавить. Чем и Сахроков занимается сейчас. Он просто возглавляет, чтобы эта организация не работала. Ну и, конечно же, есть и в Турции, в самой большой черкесской диаспоре, и в других странах, где живут черкесы, есть единомышленники и люди, которые поддерживают эту организацию. Они периодически приезжают в Нальчик, Сахроков их прекрасно принимает, они гостят. Да, ездят по районам, главы администрации районов их тоже принимают как гостей, им это очень нравится.
Потом Сахроков едет к ним в гости, они его прекрасно принимают, им тоже это нравится. А, к сожалению, ВОЗ поныне и там. И вот сейчас вот эта организация постепенно отмирает. И практически, особенно в Турции, где самая большая, в общем, диаспора, начали выступать против него по той причине, что они поняли, что эта организация не решает проблемы, которые стоят перед черкесами. Вот эта часть, скажем так, черкесских старейшин, которые пытаются возглавить, они выдвинули концепцию, что основная задача диаспоры – это возвращение на историческую родину. Этот вопрос в руках Российской Федерации, так называемой. И портить отношения с Россией мы не можем, потому что этот вопрос может решить только Россия. Но другая молодежная часть, которая сейчас во главе МЧА, они выдвинули другую концепцию. Они считают, что 22 года уже, с 2000 года, как эти люди, скажем так, занимаются этим вопросом, и вопрос совершенно не решается, он где стоял, там и стоит. И вот здесь я хотел бы одну такую кабардинскую такую поговорку. Есть такая сельская поговорка. Она, если твою мать обидел сельский мулла, куда идти жаловаться? Это, скажем так, плебейская психология, в общем, плебейская концепция. Ответ однозначный. Жаловаться надо тому же мулле, потому что другой власти в селе нет. Но это говорит, именно Адыгахабза, именно черкесская концепция говорит обратное. Если твою мать обидели, то ты не должен жаловаться, ты должен разобраться с этой муллой. И мы сейчас пытаемся с этим разобраться. А вот эти люди пытаются нас опять привести к тому же мулле, чтобы мы ему пожаловались. Мы не будем жаловаться Российской империи, мы с ним будем бороться за свою свободу, мы будем бороться за справедливость. И в этом нам сейчас поможет не только Украина, но и весь мир. Мы надеемся на это. Ибрагим, вот вы затронули взаимоотношения МЧА, да, и тех организаций черкесских, которые находятся в Турции. Вот недавно прошло заседание кафедр, съезд кафедр. Вот расскажите, пожалуйста, немножко об этой ситуации, что вы думаете об этом, почему у них разногласия, информация. Дело в том, что, кажется, это было в 2010 году, я могу ошибиться, но МЧА была перерегистрирована. По той причине, что надлежащей документации при перевороте в 2000 году они не получили. Но эти годы они это скрывали, тихо, спокойно работали, все думали, что документация идет нормально. То есть нелегально они работали? Да, и получалось, что фактически они работали без соответствующей документации. В 2010 году они были вынуждены перерегистрировать эту организацию. Перерегистрировав эту организацию, они скрыли эту перерегистрацию. В соответствии с законодательством все члены этой организации должны были подать новое заявление на членство в этой организации. Заявлений не было. И вот буквально в 2020 году, когда поменялось эти, скажем так, старейшины, которые любили ездить на историческую родину и любили приглашать, в общем, оттуда гостей, да, у них была такая ностальгия по родине, и эти их поездки, в общем, оплачивались правительством Кабардино-Балкарии. На их смену пришли молодые члены диаспоры, которые подняли эту документацию и вдруг обнаружили, что они не являются членами этой организации. И ввиду того, что они видели, что МЧА совершенно не занимается проблемами
черкесской диаспоры, они заявили, да, были этим не огорчены, они заявили, ну, в принципе, мы не являемся членами, и вступать в эту организацию, в принципе, мы пока не будем. Пока цели и задачи этой организации для нас не станут понятными. Ну и руководство МЧА, которое находится на родине, они решили задним числом зарегистрировать их. Ну а чтобы зарегистрировать, надо было, конечно, поменять руководство, которое отказывалось подавать заявление. И, откровенно говоря, здесь провели рокировку, уже известную, особенно в Грузии. Она очень известна. Чисто такой, скажем так, ФСБшный вариант. Пришли люди, которые были бы управляемы вот этим Сахроковым. Попытка сменить руководство Федерации черкесских хас в Турции, но там просто не было форума, оно было, в общем, неудачным. И вопрос, конечно, отложен до следующего года, когда будет очередной съезд. Поэтому, я думаю, за это время утечет много воды. Я могу сегодня вполне ответственно заявить, что руководство КАФЕДа сегодня не является пророссийским, но те, которые хотели прийти к руководству КАФЕДа, вот как раз они эту попытку сделали для того, чтобы ее сделать пророссийской. На данный момент мы констатируем, что они проиграли. Да, они проиграли, да. Спасибо центру за это. Сейчас пока пауза была, на мысль навели. Когда мы разговариваем, КАФЕД, ЧЕФЕД, там обсуждаем, да, для простого зрителя нашего, который в Черкесии сейчас находится, не до конца может понятно эта терминология, да, обозначение. Вот что такое КАФЕД, что такое вообще в принципе диаспора, которая есть у черкесов, или почему является важным консолидация наших сил сегодня в достижении целей, о которых ты говоришь? Ну, черкесская диаспора в Турции – это следствие геноцида черкесов в период русско-кавказской войны. Многие считают, что геноцида не было. Есть такая, в общем, концепция, что Россия не воевала на Кавказе, она воевала с Османской Турцией, а когда рубят лес, обычно летят щепки, и вот мы оказались этими щепками. Но возникает вопрос, откуда тогда 5-миллионная черкесская диаспора, плюс еще 1 миллион по всему миру, и где-то 800 тысяч черкесов на исторической родине. Меньше всех черкесов на родине. Как так могло случиться? Ну, это следствие вот этого геноцида, о котором мы сегодня говорим. И именно благодаря культуре и благодаря вот этой консолидации черкесских народов, а диаспора уже за границей минимум 150 лет, фактически 200 лет наша миграция. Вот я, например, имел контакт с исследователями в Академии народного хозяйства в России. Они говорили, что этот русский исход русских диаспора в Европе, это 917 год после Октябрьской революции, она практически растворилась. Вот потомки вот этих переселенцев в Европу, беженцев, скажем так, после Октябрьской революции, их практически в Европе уже нет. А вот 200-летняя черкесская диаспора, она жива, это их очень поразило. То есть они увидели людей, которые разговаривают на родном языке, которые знают, откуда они и как они там оказались, которые держатся друг за друга, и самое главное, у них жива идея вернуться на историческую родину. Они мне открытым текстом сказали, что это поразительно. Такой диаспоры в постсоветском пространстве нету ни у кого. Даже у второй по численности татар, живущих в России. Ну, это, я думаю, что основанием стала Хабза.
Хабза практически не только это адата, это не только кодекс жизни адыгов, это практически была как религия. И она до сегодняшний день жива. Мы не можем полностью придерживаться хабза, у нас нет такой свободы, но мы ее помним, мы ее чтим, и как только мы получим свободу и у нас возникнет такая возможность, я думаю, что наша конституция Черкесской ассоциации будет основана именно на хабзе. И здесь нет никаких, в общем, проблем, мы это легко сделаем. Отметим то, что пример, который ты привел, как ты сказал, Российская академия исследовательская. То есть это исследовательский институт, который не просто исходя из наших рассуждений, Нет, вот они диаспора не занимаются жива. политикой, это Да. они занимаются наукой. Да. Они так. То есть научное, заключение. их научный подход, их научное Это их заключение заключение. показало, что черкесская диаспора как нация жива, существует, и эти процессы, и очень важный момент, что в них жива идея вернуться на родину, это, наверное, главная движущая сила в нашем деле сегодня получается. И вот вторая часть вопроса была про консолидацию, и, наверное, здесь будет уместно спросить все-таки, ты, говоря об МЧА и Кафеде турецкой диаспоре, ты сказал такую важную фразу, что люди сказали, что готовы вернуться к МЧА, когда поймут их задачи и цели. И, наверное, здесь напрашивается вопрос к тебе как руководителю, да, основателю организации все-таки, или лицу этой организации. Вот задачи и цели, чтобы стали ясны для людей, которые нас смотрят. То есть как консолидировать и вокруг какой задачи и цели консолидировать. Я хочу, чтобы ты проговорил это свое видение. Ну, цели и задачи, они заложены в самом названии этой организации – «Свободная Черкесия». Самая большая ценность для черкеса – это свобода. Все остальное уже исходит из свободы. Если у тебя есть свобода, то ты можешь построить государство, ты можешь беречь свою культуру, развивать ее, ты можешь охранять свою территорию, и ты можешь исповедовать ту религию, которую хочешь, что немаловажно. Все это дает свобода. И именно цели и задачи – это свободная Черкесия. И чтобы выполнить вот эти все названные мной пункты, в общем, гарантией исполнения может быть только государство. А чтобы иметь государство, мы должны восстановить территорию. А чтобы мы восстановили свою территорию, Черкесию, нам крайне важно быть субъектом мирового права. Мы должны выйти на политическую арену, мы должны быть участниками тех событий, которые сейчас происходят в мире. А в мире сегодня происходят грандиозные события. В Европе уходит в историю последняя колониальная империя. Это Россия. Время и период колониальных государств уже прошло. И русские должны понять это. Сейчас невозможно жить колониальными взаимоотношениями. А у нас сейчас в России, возьмем Кавказ, у Кавказа с Кремлем, я бы сказал, а не с русскими, именно с Кремлем, чисто колониальные взаимоотношения. И дальше жить с такими взаимоотношениями практически невозможно. Поэтому этот процесс, он естественный. То, что в Кремле говорят о мировом заговоре, это чистая пропаганда, идеология. Идет естественный процесс отмирания Российской колониальной империи. И вот здесь мы должны быть участниками этого процесса. Мы не можем оказаться за бортом. Черкесы здесь воюют и на украинской стороне, и на российской. К сожалению, это факт, который мы должны признать. Это итоги вот этой 200-летней колониальной политики России.
И мы сегодня, в общем, пожинаем эти плоды. Но мы должны это пережить, это переварить. Я думаю, что это очень интересный момент, и мы его переживем. Интересно, да, вот насчет переубедить. Я сейчас, знаешь, что подумал? Вот наше поколение молодых ребят, сейчас же воевать едут молодые ребята, мы выросли, то есть в отличие от вашего поколения, мы знали уже, что есть черкесский флаг, что был геноцид, до нас через ваше поколение эта информация хорошо дошла. И каждое 21 мая эти черкесы чтят как день памяти, да, день возможного возрождения и так далее. То есть этот флаг символизирует потерю государственности для нас и потерю этой свободы, о ценности, о которой ты говоришь. И сегодня мы видим, что эти ребята, которые идут туда, именно с этим флагом они идут. Вот как ты когда-нибудь становился на их место? Вот я не могу понять, у меня диссонанс вызывает. Вроде ты понимаешь, что ты потерял из-за этого свою родину, и этот флаг потерял на какое-то время, который чудом восстановился. И под этим флагом ты за свою боролся. И ты берешь этот в флаг, и 19 веке, сегодня да? идешь уничтожать, по сути, ни в чем невинных людей с этим символом. Как это может сочетаться вообще? У тебя есть мысли? Ну, это нормально, к большому сожалению. Нормально по той причине, что это зависит от уровня образованности этих людей. Российское образование, оно всегда оставляло желать лучшего. Это, ну, в принципе, Россия, благодаря своему колониальному мышлению, отстала от развитого мира минимум на 100 лет. Она отстала во всех областях, в том числе и в образовании. Вот у меня, например, образование советское, но оно мне особо ничего не дало. Свое образование я дотягивал уже потом при помощи вновь открывшейся литературы, при помощи интернета. Но у большинства из этих людей, которые пошли на эту войну, у них такой возможности не было. У нас есть до сих пор села, где практически и интернета нету. Есть очень много людей, которые не могут пользоваться смартфоном, если они и умеют пользоваться, но совершенно в других целях. Ты хочешь сказать, в России настолько ужасное образование, что 2 плюс 2 – 4 даже? Советское образование еще что-то из себя представляло, но оно было уничтожено. То российское образование, которое пришло на их место, это совершенно было другое образование. Это, скорее всего, не образование, это было зомбирование, это была пропаганда больше, чем образование. То есть образование это первое, да? Оно дало свои плоды. Но вот вы видите, очень большая часть черкесского населения, оно не пошло воевать, оно ушло. И как раз через Грузию. То есть идет какой-то естественный отбор. То есть те образованная часть, которая реально понимает, которая не хочет воевать, которая понимает, что эта война несправедливая, она собирается и уходит. Их считают предателями. Ну, да, трусами и предателями. Я им всегда говорю, вот помните вот этот сюжет, начали, в общем, издеваться над кадыровскими тиктокерами, что они не умеют воевать. Я им всегда говорю, а вы посмотрите, в общем, вторгнитесь в территорию Чечни и посмотрите, как эти же тиктокеры, которые не хотят воевать на Украине, а изображают вот эту войну, в общем, в интернете, попробуйте, в общем, вторгнуться в Чечню и посмотрите, как они там будут воевать. Это совершенно немотивированные люди, это не ихняя война, они не понимают, их часть насильно туда загнали, а вторую часть элементарно спровоцировали вот этими большими деньгами. 300 тысяч рублей в месяц – это деньги, о которых они даже не мечтали. Средняя зарплата в Кабардино-Балкарии 15 тысяч в месяц, ну 20 может быть. Да, но получат ли они их? Конечно, не получат. Конечно, не получат. И, соответственно, здесь, в общем, пошло разделение этих людей. И вот та категория так называемых ватников, малообразованных, которые позарились на эти деньги, они поехали на Украину, но есть один положительный факт. Они туда поехали не с российским флагом. Все-таки они чувствуют, что они не русские, что они кавказцы,
какая-то гордость за свою историю и за свой флаг у них все-таки есть. И я думаю, что эти люди не совсем пропавшие для нашего общества. Ибрагим, вот вы назвали одной из причин их участия, да, в этих событиях низкий уровень образования. Да? Наверняка это не один из главных, да, составляющих. Можно ли говорить, что это показатель вот низкого национального самосознания, возможно, именно вот с этой стороны? Нет, я не думаю, потому что последние годы... Ну, вот же говорят же, за нашу родину мы идем, мы там патриотичны, вот как-то они я думаю, это как раз вот этот уровень образованности. История тоже наука. И у них в голове та история, которую им дала российское образование. А есть другая история, есть другое образование, например, интернет. Интернет тоже обучает. И вот те, которых обучил интернет, они ушли из России, чтобы не воевать. Ушли от мобилизации по-разному. Кто в Казахстан, кто просто в горах спрятался, кто в Турцию уехал, некоторые даже здесь в Грузии находятся. Просто так Путин говорил, что интернет навлечет беду. Правильно. А вот те, которые до конца не поняли, то есть те, в общем, которых обучил не интернет, а русское образование, они были вынуждены, в общем, пойти под вот этим прессом. Я к ним сделал обращение, чтобы они не шли на эту войну любыми средствами, любыми, в общем, путями. Но некоторые мне на это призыв, в общем, ответили, что нам делать, куда нам, в общем, деваться. Если мы не пойдем на мобилизацию, нас посадят. Я думаю, что это не самый плохой выход из этой ситуации, даже попасть в тюрьму. Потому что из тюрьмы через некоторое время можно освободиться, вернуться в свою семью. А после мобилизации какая может быть перспектива? Российская армия даже не подбирает своих, трупы не подбирают. Я думаю, что именно уровень этой образованности. А что касается национального самосознания, он совершенно разных уровней. Есть многие люди, для которых национальное в общем, самосознание – это потанцевать. На этом заканчивается. Некоторые вешают, в общем, флажок в своем автомобиле. Это его национальное, в общем, самосознание. А кто-то готов отдать жизнь, в общем, бороться за свою землю, за свою культуру, за свой народ. Это тоже национальное самосознание. Здесь просто вопрос уровня. А так, общий уровень, я думаю, очень, особенно последние годы, молодежь лично меня очень удивляет. Наши старшие, они дети колхоза, они дети социализма. Вот я, например, продукт Советского Союза. Я родился, учился в Советском Союзе. Даже высшее образование я получил уже при Советском Союзе на трудах Брежнева. «Малая земля», «Возрождение». Ну, представьте, какой может быть уровень образованности на трудах Брежнева, который он сам не писал, конечно. Это образование я потом уже через интернет, там, своими, в общем, силами дотягивал. И, честно говоря, я чувствую, в общем, что уровень своей образованности оставляет лично и для меня желать лучшего. Но учиться всегда. Да, век жить, век учиться. Поэтому я думаю, что учиться еще есть немного времени. Ну, я думаю, тогда мы должны не обвинять, если по твоей формуле, а просто информировать, чем мы сегодня и занимаемся. Спасать. Да, в данном случае, когда мы говорим о флаге, о самосознании, Лариса хорошо отметила этот момент. Я думаю, что мы должны обращаться к этим ребятам тоже и говорить, что перестаньте наш флаг, нас втягивать, перестаньте в это. Если вы едете это я от себя говорю, естественно, тут каждый говорит от себя, я лично говорю от себя, наш флаг перестаньте поднимать и втягивать черкесский народ, который не только
базируется в Нальчике или там в Майкопе, да, в других. Это многомиллионная нация, которая сегодня в основе своей все-таки мы можем утверждать, что против этой войны. И мы недавно опубликовали выдержку из газеты «Хабза», 96-й год, как раз заявление МЧА тогда было по поводу войны в Чечне, но сам конструкт этого заявления несет в себе главный посыл, что мы черкесы, которые пострадали от империализма и от оружия, знаем, насколько это плохо, и мы обращаемся против любой войны, высказываем свою позицию. И это фундамент. Тем более я участвовать, да, в этой войне. Черкес может умереть стоя у себя на родине, защищая свой народ, свою культуру, свой язык, свою религию. А эта война для черкесов, она не является справедливой. Это оккупационная война. И здесь я, наоборот, счел бы за честь, согласно World Хабза, черкес не имеет права убивать невооруженных людей, не имеет права относиться даже плохо к мирному населению, особенно к детям, к женщинам, к старикам. А эта война идет на полное уничтожение украинского народа. И отказаться от уничтожения мирного населения, я думаю, что это даже будет согласно World Хабза, потому что для любого черкеса, для любого орка, если он убил невинного человека, это являлось всегда позором. Он опозорил свой род, свой народ. Даже есть такое выражение «хаше умуч», даже невиновную собаку нельзя убивать, не то что человека. Это говорит кодекс черкесского воина. И согласно этого кодекса отказаться от убийства мирных жителей является для воина честью. Очень хорошо ты ответил. Это то, что хотел услышать, Да, я услышал. Спасибо центру за это. Ибрагим, мы проговорили, в принципе, понятно, что для черкесов, чем является признание геноцида, ты свою позицию достаточно объемно выразил. Тут возникает другой вопрос, а зачем это нужно странам, которые признают? И в случае с Грузией мы слышали разговор о том, что это навредить России и дисбалансности. И то же самое сегодня мы слышим в отношении Украины, что главное это насолить России, их задача. Вот что им дает помимо раздражения русского медведя? Ну, наверное, очень много черкесов, скажем так, политических деятелей пророссийских, сразу они, как ты сейчас сказал, заявляют, что это просто Украина хочет навредить России. Но это далеко не так. Дело в том, что украинская власть открыто заявила, что если мы сегодня не уничтожим эту Российскую империю, она снова придет в чувство, через некоторое время вернется и по новой начнет эту войну. Мы не можем оставлять эту проблему своим детям, мы сегодня должны решить этот вопрос. И, конечно же, в решении этого вопроса Украине нужны союзники. В частности, стоит вопрос также и деоккупации Кубани. Некоторые из, скажем так, украинских шовинистов, у них тоже есть такие, есть свои нацисты. Националист это, я сам являюсь националистом, националист это совсем другое слово. В России оно приравнено к слову фашист. Если ты русский националист, это нормально. И Путин, и Медведев в свое время заявляли, что они русские националисты. Но если ты националист другой национальности, да, это уже приравнивается к фашизму. Ну и, конечно, среди украинцев тоже есть, которые заявляют претензии на Кубань,
что, мол, мы завоевали Кубань, поэтому она должна стать нашей, мы должны ее вернуть. Но возникает вопрос, у кого они завоевали Кубань? Ну, в те времена они его завоевывали у черкесов. Если Украина хочет восстанавливать свою справедливость, то она должна отнестись с уважением и к своим соседям тоже, то есть к черкесам. Вот. И вот именно деколонизация Черкесии является проектом, который может помочь Украине обеспечить свое безопасное будущее. То есть Украина заинтересована, чтобы иметь безопасных союзников из своих соседей, которые могут им обеспечить дальнейшую достойную жизнь. Это очень важно. Точно так же и Грузия. Грузия тоже является приверженцем демократии, и Грузия тоже хочет иметь комфортных, надежных не только союзников, но и соседей. Это очень важно. Россия, даже русские, которые приверженцы уничтожения вот этой Российской империи, они говорят, мы должны прежде всего, в первую очередь, освободить сами Кавказ. И мы должны расстаться хорошими. Если мы плохо расстанемся, все равно вы нам не дадите спокойно жить. Это станет для нас проблемой и обойдется еще дороже. Не только в плане там, финансов, там, но и может пролиться кровь, которая проливается по сегодняшний день. Практически за эти 200 лет Кавказская война, она не прекращалась. Она угасала, потом вновь она, в общем, создавалась. Вот последний раз, например, война в Чечне, это продолжение вот этой русско Кавказской войны. События в Нальчике в 2005 году, тоже продолжение. И то, что сейчас происходит, это, в принципе, то же самое. Поэтому Украина заинтересована в том, чтобы у него были надежные союзники, надежные соседи. Проект восстановления, а любое действие, оно должно быть в рамках существующего в мире законодательства. Просто так вторгнуться на территорию Российской Федерации, на Кавказ и пытаться освободить его от русских, это станет очень проблематичной, потому что население, которое там живет, оно должно жить, оно ни в чем не виновато. Поэтому, но здесь уже Украина сама перейдет в разряд оккупантов, потому что она уже воюет на чужой территории. Да, действительно, можно провести аналогию, когда Советский Союз вышел на территорию Европы, чтобы уничтожить немецкий фашизм в своем логове. Но можно ли провести такую аналогию, это вопрос большой. И как к этому отнесется то население, которое живет на Кавказе? Есть большое движение и много русских, которые говорят открытым текстом. Давайте вспомним сюжет с режиссером Сокуровым, когда он пытался объяснить очень тактично, очень логично, боясь всего вот этого, он пытался объяснить Путину, что надо пройти колониальный период и стать демократическим правовым государством. Надо отпустить все завоеванные народы, которые не хотят жить с нами. Если есть люди, которые понимают, вот во главе с этим Сокуровым, что если они в ближайшее время не пройдут этот колониальный период, то русские как этнос, как государство, как культура просто исчезнут. В начале 20 века, в 1900-х годах, в Российской империи жили 300 миллионов. Вот за 100 лет, сколько сегодня осталось? Меньше половины, 140 с лишним. То есть это государство, этот этнос, он исчезает, эта культура исчезает. Я не желаю русским исчезновения, я не желаю гибели.
Потому что я знаю, что случилось с моим народом. Я этого русским не желаю. Я думаю, что в ближайшее время, если русские не создадут на своих этнических территориях, не на завоеванных, а на своих этнических территориях комфортное, малое русское государство, то этот этнос просто исчезнет. Именно это Сокуров пытался сказать Путину, но его не поняли. Вот смотри, Ибрагим, ты сейчас говорил о том, что возможно или нет. Конечно же, это возможно, и много на это есть аргументов, да, предпосылок. Но также мы говорим о том, что сегодня, в принципе, мы ничему уже не удивляемся и говорим, что все возможно. Да? Вот ты сейчас напомнил о Сокурове, и я вспомнил о том, что Путин ему тогда ответил. Он ответил тогда: а вы спросили у народов, хотят они или нет? И вот чуть-чуть отматывая назад, ты сказал фразу, что с отношения Кремля именно, да, режима кремлевского с Кавказом выстроены так, колониально. Если мы допустим ситуацию, в которой те русские, о которых ты говоришь, не выигрывают в своих внутренних процессах, и появляется вот такой Кремль, на который, в принципе, против которого не будут выступать ни Запад, ни, я думаю, что и украинцы, вот такой Кремль демократический, скажем так. Как быть черкесом в такой формации? Возможно ли вообще, чтобы при этом, при такой России демократической, черкесский народ продолжал хотеть свободы? Как тебе кажется, как ты думаешь? Тысячелетиями наш народ оттачивал образ жизни, максимально приближенный и приспособленный к тем местам, где мы живем, то есть на Кавказе. Да. У нас культура своя, горская, у нас своя кухня, у нас о датах, законы свои, менталитет. Пришла империя, все это поменяла и попыталась нас ассимилировать. Были такие очень интересные моменты. Например, черкес себя не видел без кинжала, без шашки и пешком. Он обязательно должен был быть верхом. Конная культура у черкеса была одним из основных. А администрация, то есть, в общем, колониальная, решила забрать кинжал, чтобы он не оказывал сопротивления, спешить его с коня и поставить его за плуг, чтобы он выращивал пшеницу и платил налоги. И чтобы это, черкес, конечно, не мог принять этого и был уничтожен. И как мы можем продолжать, чтобы мы комфортно, в общем, чтобы мы колоритно жили на Кавказе, мы должны вернуться к своей кухне, к своей культуре, к своему образу жизни и к своей хабзе, адаптированным к современным условиям. Это для нас очень важно. И новой русской государственности будет лучше иметь нас в хороших соседях и в хороших союзниках, нежели у нас совершенно разная культура, и эти 200 лет показали, что ассимилировать нас практически невозможно. Мы пережили эту ассимиляцию. Да, они нас очень сильно изменили, но если мы попадем обратно на свою почву, мы прорастем довольно-таки быстро и довольно-таки хорошо. Я уверен, в общем, в этом, поэтому даже русским, чтобы спасти свою культуру, свой народ, надо разрушить эту империю и построить свое русское славянское государство. Это очень важно. А когда мы уже прочертим свои границы, не только по территории, но и по культуре, по языку, когда мы окрепнем, после этого уже можно будет, в общем, подумать и о какой-то консолидации. Но сейчас мы должны разойтись и обрести себя. Это очень важно. Это очень важно. Ибрагим, вот вы сейчас рассуждаете о России новой, да, о Черкесии.
Эти процессы разве могут одномоментно, одновременно произойти? Вот есть же, например, вопрос частной собственности и так далее. Нет, конечно, нужен переходный период. И этот переходный период, скорее всего, будет. Ну, мы сейчас и в Европе провели ряд конференций, мы встречаемся, разговариваем. Недавно была конференция с чеченцами, с дагестанцами об общекавказском доме. Мы также встречаемся с организацией «Свободная Россия». Есть организация «Гражданский союз». Мы собираемся все объединиться в этот гражданский союз, где мы будем как раз обсуждать этот вопрос. Спасибо центру за это. Джад габзыч это кто гусь, а нама катфагона ктапчхарам. Чах диалект чатош. Ну адгабзаба. Хабарте диалектри, чах диалектри зыч адгабзыш тергуш ашт. Тхам. Мара Ибрахим қабарта лән қомча уплама чаха диалект гуш ахахма қадгур орапа она хабарем чаба узяда уча мча чаха лән қомчаш уяда ума қа ухрамча қабарта диалектер нах қагура о жашты так затеч на шуалта арыш м офоха олава мчпам хауми то что тзагура о جرا وقتم چه یبتم بزم یه حل آغو نحبرم چه زرد جاءم چه گذرا او خوشتر أو زري جوزفاغو ساعتين بابز يجيب توج بات سوري تمام غزغروش سري قزورة وقبرت فجأة سر غزغروار سا جاهم قدر سوق ونبجاغ قدوسي أشي سيساج أو أبي يمسارتك جبسسن هو مخ شو زبساتم داوم بش ناغوز ريختقما قبردير ثبقما قبردير شنعلش يدانا شثبق الشعر قبرديوه ار قبردي عبد زي قبرديش جدا ادغش جدا او ار قبردينيц شخوار ورسم сельскохозяйственный кадастр жирит хатишхояж абират хахуажираодо قبردينский порода жожахвар أو ده إذا ما بدقش تزريجر إذا أنا ضبط أقول قبرديخر تك دنجش دغري تك قد خد زلاشخ ودرجة قبرديت حغبت خر قبرديت وبس خر جاء ورا ورا قد خد زلاشخ أو بتاخره أدغمي جي أو بلح يا أخو شخوامي دي جزء شخوام دي بسومي يا بددا يا قاجر قبرديرا سوتش حاجة جبما قبرديم فجاء قد أبقفن أدري ثبقم يجستو دياق أدريخر بسوريجي مش أتدش قبرديخر نخبدوخ ميلوان نقم تنساج قبردي يبزر نخ زبغريجاش قبرديخر ويبلمي تك نخ قليوة شتش قبرديخري تك نخ بزاجوي شتش راشي أرهدو شترست دي ثبقم قبردي قبر قبرديم شبسو أدغخر قبرديم شبسور أدغخر أبازخرش بسالتن بابسا ساسي ثابقر أباز ثابقش ثابزوجا قصدري غجام ويبتشتم أبخازم قشيجار أبخازم دي ثابقم يوناتسر ماهانج بخم قزابريتش بجيميجي لابا أفادي أغان خواش قبرديم جا أبخوزا بجيميجي يغان خواش ورسل قاقوزا بجمي يجمي جاجم يغنوف تخجا ميزم خودرا ثبقة بسوريا خودرا قزري كوجار أراجي قبرديم أدغامي أبازمي ثبقة ياشش بسوري شوبسو يوجدد بسومي قخجو يوجدد قخوا غبرا ورسل بزيجا جس انجي последняя формация يوجدد قخوا غبر ستيميدي يبامي تاعم نخرا تكونيت نخ يفقوا مخور سوتش حاجة جبوشتما أدري ثبقم نخفو خطاخر زقمنا قخاخري مبتيجم قخالحا أراجي قبردير شو نخبري تك نخ شو بزاجري تك نخ شو قليري يوجدد قاو بسم قخوا قبراجيكي نوبة أدري ثبقر شو قزافة ميدي
Яукъэкӏри къэбэрдейращ, къадэӏэпыкъуфынри зыгуэр къахузэщӏыфынуриги къэбэрдейращи, ипэмкӏэ дыкӏуэтэну дыхуейуэ щытмэ, мис дэ ӏэмал имыӏэу зыцӏэм дыхуэкӏуэн хуей, псоми черкес псалъэр дунейпсо халъэм, дунейпсо хасэм унафэ ищӏащ, псоми цӏыхур къыщратхыкӏкӏэ черкес жо зедгъэтхын хуейуэ. ИтӀанэ ӏэмал имыӏэуэ зы бзэ литературну дыхуежьэкӏи, сэ сызэреплъымкӏэ къэбэрдеибзэр тэмэм хъунущ. Дежим сэ къыбдезгъэщтыщтэп. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, Дэпӏомэ. сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, иджысту плъагъурэ, псоми езым я бзэр ящӏэжын хуей ӏэмал имыӏэу. Уи бзэр зыми, а базэм я бзэри, абхъазырикӏи, кӏахэри, шапсыгъэм я диалектикри зыри кӏуэдынкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Ӏэмал имыӏэу псоми я бзэр ящӏэжын хуей, абы къищынэмыщӏа иджыри псори дрипсэлъэфууэ литературну зы бзэ диӏэн хуей. Къызщыбдезгъащтэри къэсӏуну сфай. Къэбэртаер лъапсэу пштэмэ, гущыӏэм пае кӏахэ диалектыр къыдэлъытагъэу хъущтэп. Стапӏомэ макъыу хэтхэр зэкӏэ ай зыфэпӏощтхэр къэбэртаем къыгъэлъагъорэп къэбэртей диалектым арыщ. Сэ сӏорэр зэгъэкӏугъу зэхэгъэхьагъэу мыщ фэдэ хьарфылъэбэ, эльфыбэ тхыпкъылъэ бгъэпсымэ нахьышӏу сэӏо. Гущыӏэм пае зы тхыпкъэр пштэмэ, о къэбэртей диалектыр зеухьэ, адрэм кӏэхэ диалектыр зэрехьэ. А зы тхыпкъылъэм узеплъкӏэ о уи лъэныкъокӏэ укъеджэшъу, адрэм илъэныкъокӏэ шъукъеджэшъу. Гущыӏэм пае шӏу сэӏо. Зы тхыпкъэ о укъызеплъкӏэ фӏы оӏо, сэ шӏу сэӏо. Ащтымэ нахь сэӏо макъэхэр хэмызхэу, макъэхэр къэбгъэнэн плъэкӏыщт. Сарызыщ, ари зеплъыкӏэщи, абы ди щӏэныгъэлӏхэр ӏэмал имыӏэу хэплъэн хуей. Ауэщӏэ, мис мы дунеймкӏэ къыбгурыӏуа бзэ куэдым захъуэжа. Псалъэм папщӏэ журтхэр къапщту щытмэ щӏэ, япэм псэуа журтхэр зэрыпсалъэу щыта журтыбзэр нэгъуэщӏ иджысту зэрыпсалъэм нэхърэ. Мис мы ди гъунэгъу тыркур къэтщтэнщи, псалъэм папщӏэ Ататурк и зэманым абы тыркубзэм гъэщӏэгъуэн куэд хилъхьауэ щыта. Абы сэ сфэгъэщӏэгъуэнщ моуэ Уэсмэным я тарихъыр къызэрекӏуэкӏам седжа сежьэ. Урысеймрэ мы Уэсмэнымрэ гъэщӏэгъуэну зэщхьу зы къэралу щытщ мыруа. Абы иужькӏи ар джын хуейуэ зыгуэрщ. Ататурк псалъэм папщӏэ тыркубзэр алифбэм тетти, абы къытрихщ абыжыми, латиным тригъэувэри нэхъ Европэ бзэ ищӏауэ щыта. Арахуэду щӏищӏар сыт? Арахуэду щӏищӏар бзэр нэхъ зрагъэщӏэфын щхьэ, бзэр нэхъ тынчу псэлъэн щхьэкӏэ цӏыхур зэрыгупсысэр зэрыпсалъэ бзэра. Аращи дэ дефӏэкӏуэн щхьэкӏэ зэрыхъукӏэ ди бзэр нэхъ модерн хъун хуей. Хъун фай къыбдесыгъащтэ. Ипэмкӏэ кӏуэн хуей. Нтӏэ иджы къапщти щӏэгъур нэгъуэщӏ. Ауэ жыпӏамкӏэ сарэзыщ егупсысын хуей, еджэн хуей. Иджыри зымыст къэзгъуфын зы аргумент щытын. Псалъэм папщӏэ ди уэрэд жыӏакӏуэхьэр къэтщтэнщ абыжыми щэ. Нэхущ Чэрим къапщту щытмэ щэ. Нэхущ Чэрим и къэбэрдеибзэкӏэ уэрэд жиӏэу Стамбул щызэхыбох, Майкоп щызэхыбох, Сочи, Сухум, Черкесск, Нальчики щызэхыбох. Псалъэм папщӏэ а бзыбэ хэдэт абы и цӏэр? Дзыбэ Мухьэмэди къеӏуэбэ кӏахэ диалект. Тыдыкӏищ зэхахэ. Мухьэмэд Налчык къокӏуэри куэду къэбэрдеибзэкӏэ кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ щэ, быдэ тӏэкӏу дытепсэлъыхьурэ зэрыкъокӏуэрэ. Къэбэрдеибзэр нэхъ еужь къэунэхуа бзэщ, нэхъ модерну щытщи, Майкоп къикӏыурэ къэбэрдеибзэкӏэ Налчык куэдым уэрэд жаӏэ. Ауэ щӏэ къыбгурыӏуа ди Налчык уэрэд жыӏакӏуэхэм кӏахуэкӏэ яхужыӏэкъым. Щхьэмэ уэрэдыр абы фыздетыр. Хьэуэ, ар бзэмщэ, бзэм и псэлъэкӏэра щӏэмыхъуэр. Къэбэртей диалектым нэхъ псынкӏэ кӏыхъун щхьаим сэ сӏорэр бзэм и баиныгъэ шӏокӏуэдэ хъутэп дэдждэдэм теадыгабзэ зытет лъэгапӏэм зытет щытыкӏэу иӏэм къыхэкӏ арэзывас. Зы бзэ дгъэкӏуэдынкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Зы бзэ дгъэкӏуэдынкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Щхьэж езым и бзэр иджыжын хуей, иригъэфӏэкӏуэн хуей, елэжьын хуей. Ауэ ди кӏуэцӏкӏэ
дызэпсэлъэфын къудейуэ нэхъ модернуэ, нэхъ тыншу. ИтӀанэ дэ ди закъуэм дэ къищынэмыщӀа нэмыщӀ лъэпкъхэми щэ зрагъэщӀэфым ар дыдекӀэ ехъулӀэныгъэщ. Ди гупсысэкӀэр, ди культурэр зибгрыкӀыну мы дунейм. Псалъэм папщӀэ ди бзэр куэдым яхузэгъащӀэкъым. Ауэ нетӀэ къэпӀуа макъхэр зыхэзымых лъэпкъ гъэщӀэгъун куэд щыӀэщ. Сэ срихьэлӀа, сэ псалъэм папщӀэ Тыркум сыщрихьэлӀауэ щыта Япон адыгэбзэкӀэ псалъэуэ. УзгъэщӀэгъуат. Садждэдэм Индием щищ кӀалэ есэгъаджэ. Зэхехы зэкӀэ зэхещӀыкӀыж. Псоми зыхащӀыкӀ, псоми зыхахым. Псалъэм папщӀэ шыр, щыр, щӀыр хьэрфищ хъуӀэ, макъищ хъуӀэ. Зы макъыу куэдым псалъэм папщӀэ мо Европэм си ныбжьэгъухэм ар зы макъыу зыхах зыщхьэщыкӀыу къэгурыӀуэкъым. Аращи щӀэ литератур, сэ зи гугъу щӀыр щхьэж ди бзэр Ӏэмал имыӀэу тхъумэн хуейщ, иджыри зэ къытезгъэзэжынщ, едгъэфӀэкӀуэн хуей, джын хуей. Ауэ зэрыхъукӀэ нэхъ модернуэ, зэрыхъукӀэ нэхъ тыншу литературэ бзэ дэ дызэпсэлъэфын щхьэкӀэ, дэ къищынэмыщӀа ди бзэмрэ ди культурэмрэ зыджыну хуейхьэр, ди бзэр зэзыгъэщӀэну хуейхьэм зэрыхъукӀэ нэхъ тыншу зрагъэщӀэфын щхьэ, нэхъ зэманым нэхъ езэгъу литератур бзэ дыхуей. Арбас орыса литература бзэр зын фай щхьаим къэбэртаем темылътыгъу кӀахэри къэбэртари зэдишту. То есть скъеджэ хъумэ сэкӀэхэкӀэ скъеджэщт уэ къэбэртай. Ар зыфасӀурэ. Уэ зыфакӀурэ джыдэдэм ар бзэм хэзыщӀыкӀхэм Ар лъахэр тепсэлъыхьын хуей. Абы къищынэмыщӀа дыдей армыхъууэщӀэ хамэ лъэпкъ а бзэм еджэхэр ди бзэмкӀэ, ди культурэмкӀэ Марах ящӀу къыхэплъэн сытхьэми сагъэри ягъусэу абыхэм мисахэр зэгъусэу зыгуэрым хуэкӀуэн хуей. Псалъэм папщӀэ тыркубзэмкӀэ къыбурыӀуэ пардон псалъэр хэтщ, французыбзэ, нэмыщӀ зыкъоми хэтщ. Ар апхуэдэу щӀащӀар сыт? Дунейм нэхъ гъунэгъу хъун щхьэкӀэ. Аращи щӀэ дэ дунейм нэмыщӀ лъэпкъхэм нэхъ гъунэгъу дыхъун щхьэкӀэ зэрыхъукӀэ ди бзэри абыхэм я дегъунэгъу кӀын хуей. Ну, тахуэдэмейм быкӀэ къэдгъэлъэгъуэну дызыхуеяр фызэгурымыӀуэну апхуэдэ бзэуэ зэщымыщу щыту мыр зыадыгэбзэ. Адыгэбзэ. И возвращаясь на русский язык, мы хотели продемонстрировать, часто спрашивают, и вы тоже, насколько разный, например, адыгейский и кабардинский диалект, понимают люди друг друга или не понимают, много задают вопросов. И хотели продемонстрировать этим самым, что человек, который имеет опыт общения с другим соприкасался с другим диалектом, нету никаких преград. И даже на такие научные, философские темы, каким должен быть литературный общечеркесский язык, могут разговаривать и понимать друг друга. Я думаю, что это на черкесском, да? У нас есть. Спасибо центру за это. Можно много говорить. Мы сегодня затронули и 90-е, и диаспору, и язык, и все остальное. Я надеюсь, у нас не получилось каши, да, как нас часто зрители говорят, что хотят, чтобы мы конкретные какие-то вопросы обсуждали. Я надеюсь, что мы смогли расставить точки, какие-то важные на сегодняшний день. Я думаю, что мы с тобой, в принципе, давно говорили об этом, что с Ибрагимом Ягановым нужно большое интервью, где это будет, наверное, как история фиксироваться, определенные события, происходившие в 90-х, и тоже МЧА мы затронули. Это отдельная глобальная тема вообще деятельность Международной черкесской ассоциации на рубеже веков. Я думаю, мы обязательно это сделаем, но мне кажется очень важным сегодня продолжать усиливать, ускорять темпы, так как мир ускоренный, ускорять темпы и нашего взаимодействия, я имею в виду черкесов, которые проживают в диаспоре, и, конечно же, мы не должны терять связи с Родиной и чувствовать, понимать эти процессы. Я думаю, что вот и ты создал свой канал Черкес, который называется, конечно же, ссылка в описаниях, и ребята в Турции, Мартин Качсок, у них давно канал Хабзе называется,
И вся вот эта работа в медиапространстве, она очень важна. И мы сегодня... Почему она важна? Потому что мы сегодня, встречаясь с Ибрагимом Ягановым, знаем уже, в принципе, его позицию по мобилизации. И там, да, то есть мы находимся в обсуждении и ищем вот эти состыковки в наших вопросах. Я думаю, что да, перед нами, как ты говоришь, важный момент, важный исторический сегодня этап, да, перед нами большое светлое будущее, я надеюсь, и лучики добра посылаю всем зрителям. Спасибо большое, Адхам Рабсом Ибрагим. Произойдагуш аумча, бетзнеслама айдамар кзари уаго, тзнамсгари боқана, тзарагуш анфаери б, арыш мэр ауж задагуш ау слитерб. Спасибо. Мы продолжаем записывать наши подкасты. Присоединяйтесь, ставьте лайки и колокольчики. Мы комментарии. Ссылка в описании, сердечки. И на этом наша работа только начинается, так что присоединяйтесь. Харча. Ассаламу алейкум. Ну, Я каст, думаю. понятно. Почему подкаст? Под. عدلت وزيد زمغات ويتاب خزم يكبزر ويبسم خغش سعد الوجز وتكون يحاب يكسر شعقوا بنوخ ججاج عدلت وزيد زمغات ويتاب خزم يكبزر ويبسم خغش سعد الوجز وتكون يحاب يكسر شعقوا بنوخ ججاج